Вот так накрутил, навертел, где-то подвязал, где-то просто вот так вот накрутил вокруг проволоки. Кучка красавцев висит. Честно говоря, снимать даже их не хочется. Ну, такая прям композиция. Не наш сорт, не наш. Ну, посмотрю, наверное, еще следующий год понаблюдаю за ним, но, скорее всего, под топор. До кончиков вызревшая лоза. Ягода никакая. Пойдет под топор, скорее всего. Конец сентября, а ягода никакущая. Пытается, но не то. Пока не то. Молодняк двухлетки Нельсон и дынька. Лоза не хочет пока вызревать. Всем привет. 25 сентября 2022 года. Минская область, Пуховический район. Это немножко южнее Минска. Примерно 40 километров. Вот в таком состоянии у меня сейчас виноград. Некоторые лозы подвязаны горизонтально, некоторые стоят как и были. Сейчас объясню, для чего это все. Лоза на большинстве шикарно вызревает. Юпитер, красавчик. Ягода еще висит. Мускат Блау тоже лоза хорошо вызревает. Элегант тоже с вызреванием лозы нет проблем. Проблема с созреванием ягод. Ну давайте поподробнее. Значит, лоза здесь уже почти до кончиков вызрела. Мускат Блау, ну почти до кончиков. Побег молодой, который с корня пошел, он только-только начал вызревать. В общем, все, что на многолетней древесине, конечно, оно быстрее вызревает лоза. Все, что с корней выбивало, оно немножко тупит. Элегант. Кислота немножечко еще есть в ягоде, конечно, чуть-чуть. Но вот поэтому я говорю, он нестабильный. Он каждый год по-разному себя ведет. Но с лозой у него проблем вообще нет. Вызрела почти тоже до самых кончиков. Молодняк двухлетки Нельсон и дынька. Лоза не хочет пока вызревать. Хотя были подкормки, но вот буквально только-только начинается. Вот для того, чтобы ускорить вызревание лозы, естественно, подкармливаю калием, продолжаю. И подвязал все горизонтально, изменил полярность. Так лоза должна немножко быстрее начать вызревать. Нарушил полярность, и вот сейчас процесс должен пойти. Я так уже делал, это работает. Правда, как-то я подзабыл этот способ, вот буквально вчера только вспомнил. Почему я так еще не делал, почему не сделал, непонятно. Каталония, как всегда, тоже не хочет вызревать, поэтому нагрузки уже нет, естественно. Я полностью разгрузил куст, чтобы ускорить этот процесс. Тоже кормлю калием. В общем, кормлю калием все. И подвязал горизонтально лозы, которые будут у меня на плодоношении в следующем году. Чтобы именно они хотя бы вызрели. Остальное меня не больно волнует. Кучка красавцев висит. Честно говоря, снимать даже их не хочется. В смысле срезать. Потому что так красиво висят. Прям хочется оставить на целый год их. Ну, такая прям композиция. Ну надо, а что сделаешь. Лоза, кстати, вызревает у Лоры тоже хорошо. Ну вот на этом побеге она почти не вызревшая, на этом она вызревшая. Ну примерно как Аркадия, что-то вызревает, что-то нет, но на урожай тоже хватит. Ну и самбо. Самбо тоже с вызреванием проблем особо нет. Аркадия вот разгружена на плодоношение, но почему-то этот побег вообще вызревать не хочет. А вот рядом буквально, вот тоже не очень хочет. Вот этот хорошо вызревает, этот хорошо, этот хорошо. Поэтому Аркадия чем хороша, что в принципе на урожай всегда можно набрать. Может быть не идеально именно ту лозу, которую вы выбрали, но натянуть на урожай на следующий год всегда можно. Небольшая нагрузка есть. Я уже сегодня все посрезаю, оставлю по одной, по две грозди до дня рождения, чтобы осталось. Вот еще рядок двухлеток. Лоза тоже не очень вызревает хорошо. Но молодой куст, что с него взять. Но процесс пошел. Вот красава. Вот. Пошел наконец-то, потому что в прошлую неделю еще зеленющая лоза была. Но вот эта горизонтальная нормировочка, сейчас она немножко ускорит процесс. Рэмбо чуть-чуть похуже, но тоже процесс вроде бы немножечко пошел. Спонсор вот только началось. В общем, подкормка калием была, как всегда. И вот еще в горизонт. В общем, таким способом можно укрывать от заморозков, спасать. И на вторую проволоку можно двойной спадбонд. Я уже так спасал, это работает. Вот, кстати, милдю кое-где, смотрю, ой, точнее, аидиум кое-где появился, его и не было. Честно говоря, обработка была очень давно. Но это, в принципе, припаленный аидиум. Такой незаметный. Да, припаленный. Но это монофосфат калия явно все это припалил, потому что у меня такие довольно жесткие нормы были. До 90 грамм примерно доходило на 10 литров воды в баковую смесь. Это было по листу. Сейчас я поливаю под корень небольшими дозами, потому что лист уже
так сильно не работает. Он уже такой застекленевший, конечно. Поэтому немножечко под корень, без фанатизма, чтобы не заливать, потому что дожди у нас были такие неплохие. Вот мой относительно новый ряд. Пару лет ему буквально как шпалеру поставил. Вот смотрите, все в горизонт, все, что не вызрело. Вот это вызрело, это прямо Украины. Она вызрела до кончиков. Возраст у нее такой же, как у этих всех. По 3 года примерно, но вызревает лоза по-разному. У примы шикарно вызревает лоза. Ягода очень рано созрела. Вот так накрутил, навертел, где-то подвязал, где-то просто вот так вот накрутил вокруг проволоки. В принципе, держится. Все, вот так оно у меня будет уже до полного опада листьев находиться. NC Seedless тоже подвязал. Смотрите, зеленючая лоза, но еще ягода даже не созрела. Скорее всего, под топор пойдет, но уже так оставлю как есть, что поделаешь. Но лоза еще так, даже, ну, пытается, но не то. Пока не то. Отрада. До кончиков вызревшая лоза, ягода никакая. Пойдет под топор, скорее всего. Потому что конец сентября, а ягода никакущая. А если, как обычно у нас в 20-х числах сентября был заморозок и побело был лозу всю, ну, ягода вообще бы не созрела. Дубовский розовый. Ягода, в принципе, съедобная, но все-таки кислота еще немножко есть. Как бы не критично, но на фоне остальных, конечно, кисловатый все-таки. Поэтому для нашего климата у стены, южная часть Минска, Минской области, ну, не наш сорт, не наш. Скорее всего, тоже буду прощаться, но хочу уже дождаться ягод. Ну, вроде ягода целая, не треснутая, как в том году все порвало. Несколько было порванных ягод, ну, вроде пока неплохо. Но все равно это не дело. Лоза, ну, начала вызревать. С созреванием лозы примерно, наверное, чуть хуже, чем у Аркадии. Чуть-чуть в моих условиях. Вот несколько гроздочек. Вон треснутые кончики. Есть треснутые, но немного, в принципе, терпимо. Ну, посмотрю, наверное, еще следующий год понаблюдаю за ним, но, скорее всего, под топор. Кишмиш цитронный тоже с лозой не очень хорошо пока куст молодой. Ну, пока вердикт рано приводить какой-то, но посмотрим. А вот у цимуса проблем нет. У него лоза вызрела, поэтому я его даже не трогал. Ну, как вызрела? Ну, вот на сантиметров на 70 точно вызрела. Мне этого достаточно. Он, скорее всего, все равно на обратный рост пойдет, потому что тонковатая лозянючка. Так что на 3 почки, может, обрежу и все. А, ну вот цитронный пошел немножко. Пошло вызревание лозы. Вот только-только началось. Подарок не святая. Смотрите. Лоза вот как бы начинает, но что-то не хочет идти, но ни в какую. В общем, посажен двухлеткой, и у меня он сидит уже 2 года, итого ему 4. В общем, уже толстенная достаточно, уже бы пора немножко подгрузить, но лоза не хочет вызревать. Так что не знаю, получится в этом году у меня создать ему такие условия или нет, чтобы лоза вызрела все-таки. Но тоже в горизонт вложил, посмотрим. В этом году Аркадия очень плотная, смотрите, тут вообще как кукурузина. И никогда не видел на Аркадии такого загара, смотрите. Эти ягоды очень сладкие. Она всегда была желтенькая, но что-то такая покрасневшая, я такую еще не видел. Ну что, ни много ни мало, вот здесь 20 литров ящичек ассорти Лора Аркадия идет. Здесь там Алешенькин, он такой весь уже страшненький, конечно, стал, но сахар там зашкал. И кишмиш Юпитер в перемешку с мускатом Блау. Так что, в принципе, на покушать хватает. Честно говоря, у меня никогда не было в конце сентября, вот чтобы еще так на кустах висел виноград. Он уже в 20-х числах был всегда снят. Причем независимо от того, дозрел он до конца или нет. Потому что у нас всегда били заморозки в этот период. Сейчас пока все нормально. Но чувствуется, что все-таки сдвиг какой-то произошел климатический. Сумма активных температур, конечно, маловато было в этом году, но все-таки, в принципе, я доволен. Что есть, то есть. Ну и все-таки оставил немножко повисеть тут Аркадии. 3 гроздочки. Надежда ранняя 1 гроздочка.
Дубовский пока вообще не трогал, пускай висит, потому что, ну, есть его не очень еще пока приятно. NC Seedless тоже пускай еще недельку повисит, но дальше уже смысла не будет. Элегант оставил еще одну грозочку, посмотрим все-таки, как он дойдет еще за неделю. Мускат Блау еще пару штучек. Ну и Питер еще тоже несколько штучек, буквально так, поприкалываться. Но эту композицию у меня просто рука не поднялась срезать. Пускай еще повисит, порадует мой глаз. Все, народ, всем удачи, пока, хороших вам урожаев. Чтобы ваша лоза не болела, вы получали от этого хобби своего только удовольствие. Пока.